Самая загадочная и спорная легенда города Мехико – легенда Ля Каса де лас Брухас – Дома ведьм. В этом видео я расскажу, действительно ли в доме живут привидения, была ли ведьма и почему в квартиру на самом верхнем этаже не осмеливаются заходить даже владельцы здания. Но все по порядку. Дом был построен в начале 20 века британским архитектором по приказу президента Порфирио Диас. Остроконечная башня заканчивается элементом, очень похожим на шляпу, а два окна создают эффект лица. И по одной из легенд, именно дети, которые играли на площади напротив, дали прозвище зданию. По другой из легенд, ведьма действительно была. Барбара Герреро, шаманка Ля Пачита, которая врачевала людей, вызывала потусторонние силы, и по одной из легенд также умудрялась проводить операции с использованием кухонного ножа. Да уж, необходима определенная наглость и смелость, чтобы схватиться за кухонный нож и начать лечить детей и взрослых, кромсая кухонным ножом. Я обратилась к персоналу ресторана, который находится на первом этаже здания, с вопросами, есть ли у них какие-то доказательства, есть ли привидения. Все официанты рассказали, что действительно чувствуют некую странную энергию, а шеф-повар рассказала несколько историй. Одна из них – ресторан был закрыт, персонал вернулся, открыл ресторан на следующий день, и все ножи, которые были на столе с прошлого дня, стояли на ребре, что, в принципе, сложно организовать, даже если очень захочешь. Другая история случилась недавно. Ресторан был закрыт, шеф-повар и ее су-шеф занимались приготовлением к открытию на следующей неделе, и шеф-повар услышала женский голос позади себя. Она повернулась, увидела женщину в странных несовременных одеждах и почувствовала ее руки у себя на плечах. Проверив камеры, никакого следа потусторонних сил или силуэта привидения не оказалось. Также весь персонал видел в закрытом ресторане в одном из залов мужчину, который сидел за столиком. Как я поняла, ни у кого не возникло желания взять у него интервью. Одним словом, доказательств ни у кого нет, но все верят в присутствие неких сил в этом здании. И получается, что по их словам привидение есть. Также по их словам, им это не очень мешает работать. Я также обратилась к консьержу. Он мне разрешил сделать небольшое видео, но напрочь отказался отвечать на вопрос. Квартиры, как правило, снимают иностранцы. До этого дом пустовал. Отчасти по причине той самой легенды. Изнутри здание выглядит чуть менее торжественно, нежели снаружи вы видели. Но, тем не менее, одна из квартир не занята жильцами и закрыта на ключ.
Напишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Подписывайтесь на мой канал, где больше видео о жизни в Мексике.